он? Босс. Тебе жить надоело? Хочешь погибнуть героем? Ну что ты, я о таком и не мечтаю. Какая неприятность. У вас колесо спустило. Придется вам драпать на своих двоих. Что означает быть настоящим героем? Настоящий герой — это тот, про кого можно сказать, что он сильный, смелый, рассудительный и способный пойти на самопожертвование ради счастья и благополучия других. Говоря проще, быть настоящим героем — это содержать в себе такое количество положительных качеств, которое обычному человеку будет просто не характерно. Но героем нельзя быть пассивно, ведь геройство проявляется именно в поступках и умении в ответственный момент принять правильное решение. Более того, герой должен быть способен свои убеждения отстоять и дать отпор злу, которое ему и его нравственным ценностям противостоит. Но когда столкновение этих двух сторон достигает своего пика, происходит весьма странная ситуация. Ведь для отстаивания своей позиции герою порой необходимо буквально покончить со своим противником, который по большому счету является главным источником зла. И если герой готов пойти на такой отчаянный шаг, проще говоря, убить того, кто попросту имеет иную точку зрения, сможем ли мы продолжать считать его действительно настоящим героем? Ведь какую бы великую цель он ни преследовал, если для ее достижения необходимо пролить чью-то кровь, то тогда он мало чем будет отличаться от того, кого принято называть злодеем. При этом не дать отпор злу герой попросту не может, ведь на то он и герой, чтобы отвечать на все брошенные судьбой вызовы и находить выход даже из самых сложных ситуаций. Так что он в какой-то момент и с моральной, и с сюжетной точки зрения оказывается загнан в тупик, из которого вывести его, при этом сохранив за ним героический статус, становится весьма затруднительно. В такой ситуации некоторые авторы делают так, что злодея настигает возмездие через независящие от главного героя обстоятельства. От него внезапно отворачивается удача, и он либо спотыкается и падает в обрыв, либо его предают сообщники, либо он, будучи загнанным в угол, совершает какой-то необдуманный поступок, вследствие чего и погибает. Говоря проще, зло проигрывает, потому что оно зло, и ему попросту предопределено рано или поздно потерпеть поражение, что для главного героя получается как-то уж слишком удобно. Такой прием уж очень сильно любят использовать в уже классических мультфильмах студии Disney, где во время финального сражения злодеи гибнут по причине собственной гордыни или из-за неудачи. Так, например, в Короле Льве Шрам погибает не от рук Симбы, а из-за того, что его съедают гиены, которых он сам же по сути и предал. Таким образом, злодей проигрывает, а совесть героя при этом остается кристально чистой, что, учитывая любовь того же Диснея к шокирующим сценам, выглядит как-то скучновато и неизобретательно. Другой распространенный прием — это когда зло делают нечеловеческим или обезличенным, превращая его в демонов, вампиров, призраков или злобных пришельцев, что позволяет герою выносить противников целыми пачками и при этом не выглядеть как кровожадный маньяк. Ведь эмпатию мы испытываем к знакомым и понятным нам существам, с которыми можем себя проассоциировать. И если герою противостоит пришелец с планеты Жопа, чьи эмоции мы не в состоянии прочитать и чье поведение тем более противоречит нашим законам морали, то его с чистой совестью можно заебашить, при этом оставаясь хорошим парнем. Такое частенько встречается в фэнтези или научной фантастике. И самый нелепый вариант — это когда безжалостный злодей, который долго и упорно шел к своей цели, жертвуя всем, что у него только было, внезапно после встречи с главным героем вспоминает, что в глубине души он не такой уж и плохой, просто с добром как-то в свое время не сложилось, вот от того он и стал злым. Этим достаточно наивным решением любят попрекать Наруто, так как в нем чуть ли не все конфликты разрешаются подобным образом, но для аниме и манги это в целом стандартная ситуация. Тем не менее, все эти решения лишь уводят главного героя от действительно интересной проблемы. Как он поступит, столкнувшись с беспощадным и всепоглощающим злом, которое только ему под силу остановить? Что он сделает, оказавшись в ситуации, когда для спасения человеческих жизней ему попросту необходимо собственноручно разобраться с источником угрозы? И как ему удастся пройти этот нелегкий путь, не запятнав свои руки кровью и сохранив за собой звание настоящего героя? Причем не только лишь в лице окружающих, но и, что самое главное, для себя самого. И на мой взгляд, идеальным объектом для рассуждения на заданные вопросы является главный герой аниме-сериала Триган по имени Вэш Ураган, известный также как гуманоидный тайфун.
Действие аниме и манги Триган разворачивается на пустынной и практически безжизненной планете Гансмоук, которую люди успешно колонизировали 1,5 столетия назад. И поскольку на самой планете кроме песка практически ничего нет, то корабли колонистов послужили отличным сырьем для создания электростанций и прочих высокотехнологичных штучек, находящихся в огромном дефиците. Так что общий антураж по большому счету напоминает классический Дикий Запад со всеми характерными ему атрибутами, витающим в воздухе запахом пороха, стоящим на страже порядка шерифом, а также салунами, в которых дни напролет пьют виски отчаянные охотники за головами. Тем временем повсюду только и говорят про некоего Вэша Урагана, также известного как гуманоидный тайфун, за голову которого назначена немыслимая награда в размере 60 миллиардов двойных долларов. Слухи об этой легендарной личности разнятся в зависимости от того, кто их говорит, но практически все сходятся в одном, что города, в которых появляется Вэш Ураган, ждут неминуемые разрушения. Самым показательным тому примером служит город под названием Июль, который после появления гуманоидного тайфуна был уничтожен до самого основания, после чего люди стали называть его Потерянный Июль. О том, как выглядит Вэш Ураган, известно лишь то, что на себе он носит красный плащ, а его голову украшает нелепая прическа торчком. И на поиски этой загадочной личности были отправлены две сотрудницы страховой компании Бернарделли по имени Мэрил Страйф и Милли Томпсон, чья задача оценить характер ущерба, наносимого гуманоидным тайфуном, а заодно и воспрепятствовать последующим потенциальным разрушениям. Спустя время они выходят на долговязого парня, чья внешность вроде бы совпадает с общепринятым описанием Вэша Урагана. Только вот глядя на его поведение и характер, язык совсем не повернется сказать, что он и есть тот самый смертоносный стрелок, после появления которого исчезают целые города. Уж слишком он неуклюжий, придурковатый и жадный до еды и дамских сердец. Да и попросту не способен и пары шагов сделать, не попав при этом в какую-то опасную передрягу. Тем не менее, каждый раз, когда тому будет задан прямой вопрос, а не является ли он вдруг тем самым Вэшем Ураганом, однозначный ответ на него мы так и не получим, так как тому обязательно помешает какое-нибудь случайное событие. Кстати, я так и не спросил, как тебя зовут. Кого? Меня? Похоже, ты перебрал. Это уж точно. Бывает. Спустя время и без слов становится понятно, что блондинчик и есть тот самый Вэш Ураган, а все его нелепые выходки — это хорошо спланированные попытки избежать бессмысленного насилия, ведь, как он сам говорит, одна пуля стоит как целых 4 пончика. А тот ужасающий образ, который ему приписывают слухи, совсем не вяжется с действительностью, которая им полностью противоречит. Ведь из поведения и реплик Вэша мы узнаем, что он убежденный пацифист, чья мотивация — это в любой заварушке спасти как можно большее количество человеческих жизней, в том числе и жизней плохишей. А все те разрушения, которые он оставляет после себя, это последствия неприятностей, в которых он из-за своего громкого имени постоянно оказывается. Это такой замкнутый круг, что чем больше появляется желающих получить вознаграждение за голову Вэша Урагана, тем больше разрушений они несут вокруг себя в попытках его поймать, и тем известнее становится легенда о его разрушительной силе. Причем какое-то время у Вэша Урагана действительно получается спасать как и мирных жителей, так и угрожающих им бандитов. Но понятно, что это во многом счастливая случайность, которая попросту не могла длиться целую вечность. Потому с каждым разом разрешение конфликта оборачивается для Вэша все большими потерями. И когда его попытки усидеть сразу на двух стульях терпят провал за провалом, происходит резкая смена настроения всего произведения, и из коротких самостоятельных приключений в стиле Дикого Запада аниме перерастает в трагедию личности самого Вэша Урагана. Это уже не история о хорошем, но придурковатом парне, попадающем в разные нелепые ситуации. Это серьезное испытание личности героя, чьи искренние и глубоко правильные убеждения сталкиваются с жестокой реальностью, в которой они, к сожалению, никогда не смогут существовать. И вот сейчас начинается часть, которая содержит уйму спойлеров, так что если ты еще не смотрел аниме Триган, то самое время восполнить этот пробел, после чего вновь вернуться к просмотру этого ролика. Так что если что, я тебя на этот счет предупредил.
запускает цепочку неприятных для главного героя событий появление одного из антагонистов по имени Легато Блу Саммерс, являющегося в противовес Вэша закоренелым садистом, ни во что не ставящим человеческую жизнь, в том числе и свою собственную. Более того, он является лидером группировки Ганг Хоу Ганс, созданной исключительно для того, чтобы сломить дух Вэша и заставить того страдать. Так что свое появление Легато презентует тем, что без каких-либо прелюдий посреди очередной беззаботной серии убивает простого городского жителя, тем самым подставляя Вэша, за что того сажают в тюрьму. Но это было только лишь начало, ведь спустя время за главным героем приходит один из приспешников Легато, который в попытках зацепить Вэша начинает расстреливать ни в чем не повинную толпу. И если раньше главному герою удавалось уберегать значительное большинство окружающих его людей от угрозы, которую он порой создавал своим появлением, то теперь его присутствие в городе обернулось для огромного количества мирных жителей смертельной участью. И в этот раз их гибель полностью на совести Вэша, ведь если бы лично за ним не пришел приспешник Легато, все эти люди по итогу остались бы живы. Так что отныне у главного героя попросту нет варианта спасти всех везде и сразу, ведь пока преследующие его противники живы, люди вокруг Вэша будут продолжать гибнуть. И все эти обстоятельства подводят его к тому, что великая мечта главного героя о мире без насилия попросту несбыточна, и порядка в нем не будет до тех пор, пока такие мерзавцы, как Легато, продолжают жить. Но Вэш все равно не готов просто так отпустить свою мечту, ведь забота о жизни каждого живого существа — это не просто фишка персонажа, данная ему из-за того, что он хороший парень. Убежденный пацифизм главного героя — это единственное, что осталось у него от любимой им девушки, продолжающей жить в его сердце в качестве идеи о мире, построенном с помощью силы любви и добра. И отказавшись от своей мечты, Вэш тем самым предаст не только свои идеалы, но и важного ему человека. А зовут эту девушку Рема, и она та, кто занималась воспитанием молодого Вэша и его брата-близнеца Найвса, входящих в состав экипажа колонизаторов. Но в отличие от остальных членов команды, Вэш и Найвс не были людьми, а скорее живым воплощением бесчисленной энергии, из-за чего они зачастую подвергались дискриминации, так как некоторые члены экипажа не видели в близнецах живых существ, и только лишь Рема относилась к Вэшу и Найвсу как к своим родным братьям. Но если для главного героя она стала моральным и нравственным ориентиром, то его брата воспитали ненависть и презрение, отчего тот поставил себе цель уничтожить все человечество, оставив живых только лишь себя и своего брата. Так что Найвс устраивает диверсию, в ходе которой весь экипаж команды погибает, а сами братья оказываются вдвоем посреди холодной и безжалостной пустыни. Естественно, что после всего произошедшего Вэш уже не может относиться к своему брату с былой любовью и даже помышляет убить его во сне, ударив камнем по голове. Эта сцена напрямую отсылает к библейскому сюжету об убийстве Каином своего брата Авеля, что сделало того первым земным убийцей. Так что Вэш, желая построить лучший мир, попросту не мог начать идти к этой цели с убийства собственного брата, что в действительности станет причиной для множества бед в будущем. Ведь по итогу Найвс не оставит своей идеи полностью уничтожить всех людей, в чем ему и понадобится помощь своего брата. Но Вэш, не желая быть частью этого дьявольского плана, покидает Найвса и начинает свой собственный путь. По итогу становится ясно, что за деятельностью Легато и Ганг Хоу Ганс стоит непосредственно сам Найвс, желающий лишить своего брата всего, за что тот так усердно цепляется, чтобы в конце переманить его обратно на свою сторону. Так что пока жив Найвс, Вэша всегда будут преследовать лишь боль, отчаяние, несчастье и смерть дорогих ему людей. Это ты во всем виноват! Это ты убил Рему и всех остальных! Да, все было разыграно как по нотам. С шиком. Сравнивая Вэша Урагана с другими подобными героями той поры по типу Спайка Шпигеля или бродяги Кеншина, которые без колебаний были готовы разобраться со злодеями, если того действительно требовали обстоятельства, у главного героя аниме Триган уж слишком идеализированная и даже инфантильная позиция, вызывающая порой чувство полного негодования. Ведь быть героем — это означает совершать нелегкий выбор, полностью принимая на себя всю ответственность. Но Вэш как будто бы постоянно избегает этого выбора, пытаясь сделать невозможное —
спасти сразу всех, когда такой опции попросту нет, ведь пока существует зло, от его рук всегда кто-то будет продолжать страдать. И Вэш фактически оказывается заложником ситуации, известной как проблема вагонетки, суть которой заключается в том, что у наблюдателя этой морально-этической проблемы есть выбор. Либо не делать ничего и позволить поезду переехать большее количество людей, сохранив при этом жизнь одного, либо взять на себя ответственность и собственноручно пожертвовать чьей-то жизнью ради спасения большинства. И получается так, что Вэш, руководствуясь действительно благими намерениями и избегая осознанных жертв, делает так, что поезд из раза в раз проезжает по пути, ведущему к наибольшему количеству смертей. И как бы он ни старался, как бы не были сильны его убеждения, в этой ситуации просто нет иного пути. Так что если Вэш действительно хочет сделать этот мир лучше, то он попросту вынужден принять сложное для себя решение. И тем, кто вплотную подводит главного героя к этой проблеме вагонетки, оказывается легато Блу Саммерс, который ставит главного героя перед выбором. Либо Вэш сам своими руками отнимет у злодея его жизнь, либо тот так и продолжит бесконтрольно убивать ни в чем не повинных людей. Из этой ситуации пути назад для Вэша больше нет. Нет никаких альтернатив, и сейчас он вынужден переступить через свой пацифизм, осознанно оборвав жизнь другого человека. И этот момент можно было бы считать триумфальной победой Найвса, ведь он наконец сломил Вэша и втянул того в круговорот насилия, заставив взять на свою совесть страшнейший грех человекоубийства. После такого мечта главного героя о мире без насилия уже никогда не сможет воплотиться в явь, ведь получается так, что именно за счет насилия она и была достигнута. Но на самом деле Найвс лишь помог Вэшу повзрослеть и принять тот факт, что мир вокруг не так прост и местами крайне жесток. Отчасти он даже наоборот, лишь помог своему брату еще сильнее приблизиться к его мечте. Ведь если копнуть вглубь, то окажется, что первоначальная пацифистская позиция Вэша куда более губительна для окружающих, чем может показаться на первый взгляд. Отличной аллегорией этому всему служит момент из их общего детства, когда маленький Вэш спасает бабочку из паутины для того, чтобы ее не съел паук. Тут появляется Найвс и говорит, что для спасения бабочки на самом деле нужно убить самого паука, ведь если не будет его, то и не будет угрозы для бабочки. И на очевидном и поверхностном уровне это говорит нам о том, что Вэш добряк и хочет всех спасти, а Найвс злюка, готовый пожертвовать кем-то для достижения какой-либо цели. Но если взглянуть на эту ситуацию под другим углом, то окажется, что спасая бабочку, Вэш на самом деле делает недобрый поступок, ведь тем самым он обрекает паука на голодную и мучительную смерть. Только тот умрет не здесь и сейчас, как если бы его убил Найвс, а когда-нибудь потом, когда Вэш уже напрочь забудет о его существовании. Ведь мир без жертв попросту невозможен, просто в одном случае они очевидные, а в другом косвенные. И как бы нам того не хотелось, этого не изменить, можно только лишь сознательно уменьшить количество жертв. И где-то в глубине своей души Вэш все это прекрасно понимал, но не был готов принять, испытывая из-за этой вселенской несправедливости сильнейшую душевную боль. И именно Найвс своей деятельностью подвел героя к принятию жестоких правил этого мира, только зная которые, можно попытаться их как-то изменить или обойти. Из-за чего Вэш и решает для себя, что если миру для обретения гармонии необходима жертва, то он сам ею и станет. И встретившись со своим братом, наконец сделает то, чего долгое время старательно пытался избежать. На историю Вэша Урагана можно взглянуть под множеством разных углов, увидеть в ней как и пацифистские идеи, так и наоборот, невозможность их применения на практике в реальном мире. И именно за это мне и нравится аниме Триган, что в нем много неоднозначностей, как и в его главном герое, которого я искренне считаю одним из лучших примеров настоящего героя, чей путь настолько же интересен, насколько и трагичен. Так что если это видео навело тебя на какие-то интересные мысли касательно этого героя и его судьбы, то пиши их в комментарии. А если хочешь поддержать мой канал, то тыкай по ссылкам в описании. Отдельно посылаю лучи благодарности людям, поддерживающим меня с помощью Boosty, в частности господину Косминогу Косминогову, оформившему максимальный уровень подписки. Ведь именно заинтересованные в моем контенте люди служат сильнейшим топливом для того, чтобы я продолжал делать свои видео дальше. На этом у меня пока что все. А пока.